друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина. Это канал о рукоделии и вышивке крестом. И я с этими праздниками, с этими подготовками в СП, я такая вся взбудораженная с этими предстоящими всеми событиями, подготовкой к вышивальному разгулу, что я совершенно забыла снимать вышивальную неделю. Ну и вы спросите, как же проходит неделя? А неделя проходит мимо, просто пролетает незаметно, и я забыла вам все показать. Ну, если вы смотрели мои планы на 2024 год, вы уже видели эту игрушечку, которую я с прошлой недели вот продвинула очень хорошо. Я вышила небо, я вышила Деда Мороза, его мешки, саночки. Ну так, неплохо я его продвинула. И осталось у меня совсем тут немножко. Небо зашивается полукрестом. Платье на дамочке тоже полукрестом. Домик Дед Мороз, Саня крестиком. Ну, короче говоря, идет это все просто и быстро. Вот, посмотрите, что должно получиться. И мне очень даже нравится. И следующий тоже я показывала, тоже я рассказывала об этом. Ну вот я вчера дошила еще немножко, видите, еще у меня два персонажа здесь появились. Сейчас я вам расскажу один прикол, возьму ножницы, чтобы показывать. Итак, вышиваю я вчера вот эту вот часть. Дошила я здесь полукрестом этот снег вот так вокруг и начала вышивать вот этих двух персонажей. Ну, это понятно, это взрослый мужчина стоит, и здесь кто-то на санках сидит. Что вот это? Что это такое? Я вообще не могла понять. Я смотрела, что я тут вышиваю. Думаю, дай-ка посмотрю на превью, что там. Вы ни за жизнь не угадаете, что. А это ребенок на саночках. Видите, он скатился туда с горки. И вот эти 6 крестиков, вот после того, как сделается бэк, здесь будут видны и саночки, и ребенок, и который лежит на животе и съехал с этой горки. Ну, вы представляете, это просто какая-то фантастика. Так что никогда не угадаешь. Ну, это просто восторг, какие разработки. Ну, посмотрите, мне это на кролика на какого-то было похоже. Но нет. Так, это то, что я вышивала за эти последние дни, с этими со всеми праздниками и всякое такое. Ну, я тут же активно готовлюсь к этим вышивальному разгулу, к стартам. И, как я вам уже говорила, я буду как набор, никогда не вышивала я фирму, такая фирма DMC. И мне показалась вот эта ткань очень скучной. И чтобы вы понимали, вот это размер, он огромный. Я сейчас вам скажу, какой размер этой ткани. В наборе здесь лежал кусок льна 90 на 60 сантиметров. Понимаете? Ну, в общем, а размер, они говорят, 70 на 55 сантиметров будет самой этой карты. Я вот думаю, этот крест тоже будут вышиваться. Ну, короче, одним словом. Мне показалось вот на такой ткани, на таком льне немножко скучновато какая-то получается сильно. И что я сделала? Я покрасила лен. Он, во-первых, уменьшил немного каунт, потому что здесь 28-й. И может... Вот посмотрите, какой красивый у меня получился лен. Вот. Вот вам передается очень хорошо этот цвет. Ну, как вы считаете? Это похоже на карту. Вот, смотрите. Мне лично очень сильно нравится. Красивый такой цвет получился. Он не очень яркий. Но он такой дает какой-то интерес. Более-менее, чтобы не так было скучно. Это вот что я делала вчера. Я красила я его раза 3, наверное. Сразу покрасила. Ну, вообще бледно-бледно-зелененький такой был. Ну, вот самая бледная зелененькая на этом месте, это был такой цвет. И мне мало показалось. Думаю, добавлю я еще сиреневого. Бах-бах, туда сиреневого, потом туда и коричневого добавляла. Ну, короче, намешала там все, что было. И вот такой цвет получился. Мне он очень-очень нравится. Скажите, как вам? Напишите мне,
как вы находите на карту. Будет здорово. Вот здесь же озера у нас, горы. И мне кажется, карта, она сама, вот я посмотрела географические карты, ну, как мы географию учили, они ж не белые вот такие, ну, белая скучная. Вот, к этому я подготовилась. Ну, а первый старт уже заявили, первым стартом будет последнее приобретение. И я возьму Эйфелевую башню в розах. Сейчас вам это убираем. Вот этот я буду сюжет. Ну, значит, это было полотенце. Ну, я, как уже говорила, полотенцем его не хочу делать. Я его буду делать как картина. Ну, в принципе, я могу сделать и полотенцем. У него размер на 32-м каунте самого этого дизайна получается 31,5 на 48,3 сантиметра. Ну, это, короче говоря, надо, ну, если здесь оставить сантиметров по 10 мне вверх в этом полотенце. И еще плюс 5 по 15 сантиметров как минимум надо оставлять. Это тканюшка у меня получается надо 45 на 50, сколько? На 60, 58 плюс 4, 62 сантиметра. У меня есть такая тканюшка, но она не 32-го каунта, как они просят, как они пишут, а она у меня 28-го каунта. И, конечно, я размер пересчитала, он получается гораздо больше, но там где-то сантиметров на 5 получится узор больше. И, ну, в принципе, мне достаточно этого. Но она, видите, как сеть рыболовная, я не знаю. Я видела в этом самом магазине вышитые это полотенце именно на вот такой этой самой расцветке. Мне очень понравилось. Но оно не было такое жиденькое, как это. И не будет ли с этим большим каунтом, не испорчу ли я? У меня есть второй вариант. Это у меня второй вариант. Это у меня лен 32-го каунта. Если вы помните, я на нем в прошлом году вышивала эту пасхальную салфетку. Вот такой он. Ну, он, мне кажется, тоже будет очень выгодно смотреть. И, естественно, тут размер, ну, гораздо меньше. Вот, посмотрите этот кусок. И вот, посмотрите этот кусок. Сантиметров на 10 у них разница. Так что, ой, короче говоря, вот. Не знаю я, что мне делать. Вроде как бы мне понравился-то сам сюжет, когда я его увидела на этом самом. Вот видите, насколько он меньше. Тут оказалось, что у меня нету ткани хоть завались, но они все маленькие. И на вот такой большой сюжет у меня выяснилось, что у меня нет тканей. И вот это только что я нашла подходящее. Ну и вот такие ниточки. Вот сейчас я вам положу. Ой. Мне кажется, они будут очень красивые. Ну, тут же, видите, розы все сплошные. Смотрите, какое тут розовых. Ну, короче, надо было в прошлом году, вот Барби был, надо было в прошлом году это вышивать. Смотрите, сколько здесь розового. Это вообще как бы не запутаться. И вот еще розовая. И вот они тут на полутона отличаются. Но это, наверное, розы эти вышивать, чтобы они были такие натуральные, естественные. Ну, красивый сюжет. Он мне очень понравился. Он такой весенний. Вот эти голубенькие незабудки, они дают такое какое-то праздничное настроение. Прямо прелесть прелестная. Ну вот, пока месть на этом и все, что я делала, все, что я приготовила. Так что стартовать мы будем с 5 числа. Мне надо будет это все презентовать. Наверное, надо как-то органайзер, ниточки эти устроить, обустроить, куда-то их перемотать, или я не знаю, на какой-то... У меня органайзера-то нету, развела. Это еще не развела, это я только собираюсь стартовать. Ну, хорошо. Вот, так что я не знаю, когда выйдет. Это в пятницу мы, если стартуем, это видео не выйдет, так что вы мне не можете посоветовать, какой мне взять лучше... Какую ткань мне лучше взять. Ну ладно, увидите, что я возьму, на что я решусь в конце концов. Ну что ж, настал день Икс. Я стартанула со своей Levi in Rose. Это что-то типа «Жизнь в розах» или «Жизнь в розовом» переводится по-разному.
И вещаю я вам из постели, потому что я заболела. Блин, так обидно, это вообще капец какой-то. Я уже 3-й день валяюсь с температурой. Эта температура, выпьешь таблетки, падает, потом она опять поднимается, и, короче говоря, чувствуешь себя хреново. Пока я ждала стартов, я там пыталась вышивать мою зимнюю сценку. Сейчас покажу, что там получилось. Итак, моя зимняя сценка от Dimensions. И я, как вам уже показывала, вышила этих 2 персонажа. И потом я пошла сюда и начала вышивать, ну, вот этим полукрестом белым зашивать этот фон. Я ошиблась 1 раз. Распорола, начала 2-й раз. Я ошиблась 2-й раз. Ну и с каким-то ослиным упорством я начала вышивать 3-й раз. И, естественно, я ошиблась 3-й раз. Я иногда сомневаюсь. Я вообще водолей, может, я все-таки козерог, потому что, ну, потом, в конце концов, я бросила, оставила хвостик. Вот здесь надо будет, вот здесь вот это все надо будет распороть, потому что я куда-то не туда заехала. И я решила попроще. Я возьму, буду зашивать вот этот полукрестом, ну, это типа рамочки, здесь она идет. Сейчас я покажу на превью, что там должно быть. Вот это. Тут хотя бы думать не надо, потому что состояние полного нестояния, ничего не думается. Но, тем не менее, вон я махнула сколько. В период, когда упала температура, я это сделала, потом температура начала подниматься, я бросила, и все. А сегодня, как я уже сказала, я начала эту Эйфелевую башню, «Жизнь в розах», и вот что я стартанула. Очень красивые здесь цветочки, ой, цветочки, господи. Ну, простите меня, человек с температурой. Вот такие красивые цвета ниточек, они здесь 1 миллион розовых всяких разных оттенков, и палевые, и яркие, и вырви глаз, и такие очень нежные розовенькие. Ну, короче говоря, это для роз будет восторг и восторг. Вот это вот мне очень нравится, этот цвет. Пастельный розовый такой, это античная роза, по-моему, называется этот цвет. Ну, я пока вместе вот так их сложила все, а по мере, так сказать, поступления я сделала себе вот такой органайзер, потому что все мои 2 органайзера заняты. Поэтому сделала самодельным органайзером, и вот так я пишу значок, номер и иголочку вставляю. Все очень просто. Ну, пожалуй, все. Что хотела еще сказать? Хотела сказать, вот для описания ниточек сейчас очень многие употребляют слова «вкусный», «сочный». Я, честно говоря, не могу понять, я терпеть не могу подмену, как этих называют, понятий. Я терпеть не могу, когда торты делают в форме собачек, там, кошечек любимых, и потом его что есть надо. Терпеть не могу, когда мыло делают в форме тортиков. Мыло должно быть мылом. Когда ты на него смотришь, у тебя должно быть желание помыться, а не съесть его. Тортик должен быть как тортик. У тебя должно быть желание съесть его, а не умиляться. Вот какая милая моя собачка, сейчас я ей отрежу голову и съем ее. Ну как это вообще? Так же точно с ниточками. Как это? Вкусные, сочные. Вы описали нитку этим понятием, мне ни о чем это не говорит. Если я говорю яркая нитка, ну не сочная, сочный может быть апельсин, а нитка может быть яркая, нитка может быть палевая, нитка может быть тусклая. Ну, как бы я предпочитаю, чтобы нитки описывали нитка тонкая, нитка толстая, нитка гладкая, блестящая, завязывается в узелочки, наоборот, очень мягенькая, наоборот, очень жесткая, сухая. Ну, чтобы ты понимал, о какой нитке идет речь. Потому что
вкусные нитки мне не говорит ни о чем. Но это, собственно, может, я тут выступаю, потому что у меня температура, простите. Итак, мой результат за вчерашний день, за вчерашние мои тут страдания и старания. Я по-прежнему болею, я по-прежнему лежу в постели, но сегодня у меня нет уже температуры, что не может не радовать, и думаю, завтра хватит уже болеть, надеюсь, во всяком случае. Ну вот, что у меня получилось, конечно, вышивать, казалось бы, да, болеешь, лежишь себе, вышивай, балдей, что тебе еще надо. Ну, башка раскалывается, глазки в кучку, и вышивать особо как-то не очень хочется. Но, тем не менее, видите, что-то все-таки удалось. Ну, проблема не в том. Проблема в том, что меня, как всегда, поджидают какие-то подводные камни. Вышила я вот эту розочку. Ну и вот эти розочки, башню начала вышивать и начала листочки вышивать. Вышила светлый цвет листочков, и следующий цвет у меня должен быть 989 номер DMC. Называется он «Зеленый лес». Я вам сейчас покажу, какой мне прислали зеленый лес. Где ты тут? У меня что-то со зрением или... Ну, правильно, это 989. Или, может, это 686. Ну, 686 я не заказывала. Мне нужен был 989. Ну, одним словом. Вот что у меня есть. Или это 585. Ну, я вот, честно, теряюсь в догадках. Вот такой у меня цвет. 989. Мне нужен был 989. У меня вот такой 989. Но я думаю, все-таки это 989 написано. Ну и по итогу 989 у меня цвет не нашелся в палитре, и я вместо него взяла другой цвет, который у меня был в наличии. Это у меня... Нет, это не тот. А может тут, да, 3052 я взяла. Вот такой. Это не зеленый лес, конечно. Ну, я думаю, он в листьях будет очень даже неплохо. Ну, вот он у меня уже вышит. Он, по-моему, неплохо очень смотрится здесь. Да что у меня сегодня с камерой, не могу понять. То ли ближе, то ли дальше. Вот, поближе. Может, так будет получше. Вот это тот, который я заменила. Ну, я думаю, что он подходит. Ну и вот, что я навышивала. И, пожалуй, на этом я мой такой влог не очень удачный буду заканчивать. Я вам всем желаю здоровья, не болейте, потому что болеть это гнусно и противно, и вообще ничего хорошего в этом нет. Так что будьте все здоровы и увидимся в следующих видео. Я надеюсь, уже со мной выздоровевшись. Всем пока-пока.